Привет! Хочу показать вам систему оптической сигнализации на механических датчиках. Сейчас система датчиков у нас состоит из трех включенных последовательно. То есть выходит у нас из системы лазерное излучение, попадает последовательно на первый, второй и третий датчики. Что из себя датчик представляет две пружины, упор ограничительный, которым можно настраивать уровень срабатывания, чтобы не пережимать датчик. Когда нажимается, он волокно изгибается, образуется изгиб, на котором падает интенсивность излучения. Значит, сзади два настроечных винта. Первый это упор, и второй это фиксаж, чтобы кнопку можно было зафиксировать в каком-либо положении, если это надо для настройки. Значит, кнопки разные. Значит, запускаем саму программу. Программа написана на питоне. Значит, как происходит работа с программой? Все шаги прописаны. Кнопки программа не даст нажать, те, которые нельзя на данном этапе нажимать. Значит, первым делом мы выбираем COM-порт. У нас подключен в COM3, открываем его и подключаем контроллер. Все происходит довольно быстро. Калибруем линию для того, чтобы достичь максимального уровня сигнала. Ну, как мы видим, появилось у нас напряжение на трансимпедансном усилителе фотодиода, и оно соответствует верхнему уровню 3,3 вольта. Мы можем его настраивать здесь с помощью такого потенциометра. График масштабируется автоматически, то есть сейчас у нас разброс от 100 единиц до 400, но если мы оставим его на откалиброванном значении, оно здесь и зафиксируется, и график будет масштабироваться для более удобного наблюдения. Вот сейчас у нас 409 единиц. Следующим шагом он предлагает нам откалибровать датчики. Датчики калибруются следующим образом. Нажимаем первый датчик, он предлагает нам нажать и удерживать кнопку первого датчика, после чего нажать кнопку ОК. Так как я один, мне придется редактировать верхний порог срабатывания, то есть он будет определять у кнопки верхние и нижние пороги срабатывания в течение какого-то времени. Ну, я верхний буду корректировать уже по графику, так он его выставляет автоматом. Нажимаем ОК, жмем первый датчик до конца и немножко его здесь болтаем из стороны в сторону, так как у кнопки есть небольшой люфт, нам надо определить его. Все, он завершил калибровку первого датчика, то есть максимальное значение у нас здесь 200, 350 можем поставить. Так как я не успеваю вначале нажать, максимум он выставляет по верху. Вот было 350, значит 350 и поставим. Вот, минимум, максимум, они регулируемые. Первый датчик у нас появляется индикатор, что он настроен, и можно приступать ко второму датчику. Количество датчиков на этой линии максимально 3 сделано, но неважно, мы можем и 1 настроить, и 2, так и все 3. Работать он будет только по тому датчику, который настроен. Нажимаем второй датчик, та же процедура. Окей. Быстренько кнопочку, быстренько ее болтаем. Он собирает в это время значение, все, калибровка тоже завершена. Отпустили кнопку, окей. Ну, тут у нас где-то 150, верхний предел поставим. Вот у нас 95, 150. Здесь сбоку все дублируется, в принципе, все шаги, что он был зарегистрирован, откалиброван, и диапазоны первого, второго, третьего. Включаем также мы третий датчик, настроим и его. Тоже нажали, поболтали, чтобы попасть в диапазон. Все, калибровка завершена. Так, где-то у нас тут 280, наверное. Вот третий датчик. 280. Угу.
Все, система настроена, датчики откалиброваны. Следующий шаг — это мы включаем сигнализацию. Вот, сигнализация включена, и теперь уже автомат следит за тем, какие датчики нажимаются. Если мы нажмем первый датчик, я постараюсь поймать все вместе, нажмем, вот, первая кнопка сработала. Первая кнопка, первая комната. Вторая. Нажали, вот, вторая тоже сработала. Ну и третья. И третья сработала. С анимацией небольшие задержки, потому что она на таймингах построена, они могут наползать друг на друга, но в принципе ни на что это сильно не влияет. Вот индикаторы у нас, что первый, второй, третий датчик все работают. Можно сделать сброс этой системы, перекалибровать датчики, если есть какие-то вопросы. Но и нажимать опять же. Нажали второй, вторая. Нажали первую, первая. Интересная получилась система. Жду подписки и ваши реакции.